Подгибает немножко кивок. Есть! Ух ты! Сошел! Ха. Видели, приподнял кивок и сошел. Кувшинка мешает. Да хороший карп. Да так клюнул, это ужас. Кто ж ты такой там? Амур, может. Фу. На водоеме тишина, небольшой туман, волны нету пока. Друзья, всем привет! Будем сегодня с вами рыбачить опять на боковой кивок и тестировать новый боковой кивок, который мне прислал подписчик Александр. Наверное, тут встану, от солнца запрячусь. Утро, а уже жарковато становится. Целую неделю шли дожди. Ветер такой сильный был. Дожди-то еще ладно, но ветер был 10-12 метров в секунду. Деревья ломал. Около 8 или 9 дней вообще погоды не было, и я никуда не выезжал. Вот это сегодня первый раз выехал порыбачить. Взял с собой 2 удочки Cold Dragon. Вот будем одну из них и тестировать, вторая будет про запас у нас. На одной удочке у меня стоит кивок лавсановый, вот этот вот белый, с желтым, с таким салатовым флажком. Чтобы было лучше видно поклевки на видеокамеру, это не обязательная приспособа. И вот этот вот новый боковой кивок, который мне прислал подписчик, сделанный из поликарбоната. Вот его и будем тестить. Шнур я все-таки поменял на более толстый, на 0,41 фирмы Power Pro. Нашел я шнур, кстати, на сайте Funfish. Это не реклама. Говорю просто так, как есть. Искал на разных сайтах. Оказывается, это очень большой дефицит, большая редкость. Его нигде нету в интернет-магазинах. Именно 0,41 толщины, такого диаметра. Получается, он такой самый-самый ходовой. Но спасибо ребятам, что у них оказался. Вот у них и заказал. Мошки появилась и в глаза лезет. А я не брал ни мази, ничего не брал. Много спрашивают за подсак в комментариях.
Значит, подсак мне еще ни разу не подводил, но сам по себе он мне не нравится. Он компактный, все, но он тяжелый, во-первых. А во-вторых, вот эта вот сеточка силиконовая рвется на раз-два. Лучше брать из крупной ячейки. Они легче, во-первых. И во-вторых, они крепче. А этот я уже тут 2 или 3 дыры зашил. Он своими плавниками режет этот подсак на раз-два. Взял с собой также, ребята, прикормку. Хочу по окнам найти пару окон и закормить эти окна. И туда буду подплывать, иногда изредка проверять. Просто ради эксперимента хочу проверить, подойдет карп, сазан на прикормку или нет. Ну, я к прикормке отношусь скептически. Для ловли карпа, сазана лучше использовать не прикормку, а приваду. Это нужно закармливать одно и то же место, одну и ту же точку хотя бы 3-4 дня. И потом на 5-й день приезжать и ловить с этой точки рыбу. А вот такая вот процедура, когда вы приехали, закормили, и через 2 часа у вас там будет на точке полно рыбы, я как-то вот в таких случаях я на рыбу попадал очень редко. Не знаю, может это только у меня. Я рыбачу в основном по диких водоемах, там где рыбы немного. И вот такой вариант редко когда срабатывает. Но все равно решил попробовать. Прикормка у меня вареный горох, кукуруза и перловка. Сейчас вам покажу. Взял немного, килограмма 3. Где-то на 3 точки как раз и мне и хватит ее. Вот такая прикормка. Здесь все вперемешку, и перловка, и кукуруза, и горох. Без всяких ароматизаторов и так далее и тому подобное. Водоем заросший практически полностью кувшинкой, кубышкой. И вот среди этих кувшинок есть такие небольшие окна диаметром там 2 метра, 1 метр, 3 метра есть такие окна. Я вот 3 окошка закормлю. Пока стою с вами разговариваю, наблюдаю за поверхностью водоема. Роек я пока не вижу. Вообще нету роек. Рыбачить, искать карпа в основном я сегодня буду по ройкам. А прикормка это как запасной вариант. Просто хочу убедиться, работает здесь прикормка или нет. Вот такой вот кивок. Карповый. Тест у него от 0,8 до 1,6 грамма. Вот в таком пределе, промежутке, нужно подбирать саму мормышку. Мормышку я использую вольфрамовую, 2 номер, из толстой проволоки. Сейчас вам покажу, как крепится этот боковой кивок. Смотрите, все элементарно просто. С помощью термоусадочных трубочек и силиконовой трубочки. Вот, боковой кивок можно уже снимать. На саму вершинку устанавливается термоусадочная трубочка. Вот она желтая, чуть большего диаметра, чем вершинка. Все, ее прогрели зажигалкой. И берется силиконовая трубочка таким диаметром, чтобы она плотно держала саму ножку бокового кивка. Все. Берете, оп, силиконовой трубочкой. Раз. На ножку. Натянули силиконовую трубочку. И ваш боковой кивок установлен. Вообще решение просто суперское. Ну, посмотрим, практичное оно или нет в ходе рыбалки. Вот для смены бокового кивка эта идея вообще супер. Не нужно париться с этим суперклеем, шнурами, клеить. Все намного быстрее и проще. Пока с вами разговариваю, рыба чмокает. Чмок, чмок, чмок в кувшинке. Но это скорее всего, что красноперка. Ее здесь валом. Сейчас сразу все подготовлю. Поплывем с вами, закормим точки. Приступим к рыбалке. Но удочку я сразу подготовлю. Мало ли сейчас будем искать с вами точки, какие закармливать. И увижу ройки. Вот такой вот горох вареный.
вкусный, сам бы ел. Горох цепляю не под кожицу, как многие советуют, а так, нормально. Чуть ли не, ну, сбоку, но только втапливаю жало в саму горошинку. Под кожицу он будет слетать у вас и плохо держаться, потому как крючок, вы посмотрите, какой толщиной. Как его тут под кожицу оденешь. А вот так вот, в самый раз. И чуть-чуть, чтобы выглядывало жало. Показываю это постоянно на всех рыбалках. Но люди спрашивают и спрашивают. Наверное, невнимательно смотрят мои видео. Закармливать буду небольшие окна. Здесь есть и такие побольше окна. Вот, как видите, впереди такое, где-то на 3 метра в длину и в ширину 1,5 метра. А я хочу закормить вот такие маленькие. Вот как передо мной. Сейчас доплыву, увидите. Такое 1 метр на 1 метр окошко. Вот оно. Хорошее окошко. И глубина здесь примерно 1,5 метра. Так, закармливаемся. Опа-на. Карп любит. И сазан, когда побольше. Тут и карась, кстати, есть. Такой неплохой. Больше килограмма. Но я не ловил его. Не попадается почему-то. Одна точка есть. Все точки будут рядом. Недалеко друг от друга. Вторая вот метров... Сколько? Метров 15. Метров 10 проплыть. И там вторая точка. Ага, осталось у меня тут еще на одну точку. Ага, и вот здесь еще закормим. Во. Вот так вот. Прям с пакетика туда. Ну все, точки закормили. Теперь поплывем. Поищем ройки. Плыву в самое начало водоема. Ну, не почти в самое, а практически в самое начало водоема. И оттуда буду спускаться вниз по течению, по этому водоему. Так, чтобы мне солнце светило в спину, потому что из-за солнца впереди вообще ничего не видно. Кувшинка отсвечивает. Водоем красивейший. Вода чистая здесь. Не зеленая. Вот только просто что много кувшинки. Но это очень большой плюс. Браконьеры хоть не всю рыбу здесь выбьют. Из-за кувшинка спасает рыбу. Так, заплываю в кувшинки. Плыву потихонечку. И просматриваю полностью по кругу. Ищу на поверхности воды пузырьки воздуха. Пятно из пузырьков воздуха. Если нахожу, то естественно начинаю замедляться и потихонечку, не спеша подплываю к этой ройке на длину своего удилища. И так можно проплавать иногда и полдня по водоему, увидеть только несколько роек и ничего не поймать. Бывают и такие рыбалки. Сколько плаваю, еще не видел ни одной ройки.
А там, вон, смотрите, какую тучу тянет. Может еще быть и дождь, кстати. Наконец-то увидел ройку. Метрах в 10 от меня. Впереди там. Подплываю потихоньку. Туда же еще доплыть надо. Так, чтобы не спугнуть. Но небольшой. Небольшой карпуша возле лодки клюнул. Ой, ой. Такой малыш. Сейчас отпустим. Все, плыви. Так, наверное, сложу я эту удочку. Мне с двумя удочками плавать неудобно. Мешают друг другу. У меня одна удочка на горох, одна удочка с опарышем. И увидел маленькую ройку. Думал, линь, наверное, или карась. Опустил, а это оказался карп. Но пришлось отпустить сильно маленький карпуша. Так, надо полностью ее собрать сразу. Он сейчас после терки большой карп. Наверное, неактивный. Еще болеет. Так, поплывем дальше. Попробуем. Ну-ка. Вот ройка. Недалеко совсем от меня. Ну, клюнешь ты или нет? Подгибает немножко кивок. Есть! Ух ты! Сошел! Ха. Видели, приподнял кивок и сошел. Ё-моё! Сначала кивочек пошел немножко вниз, он, видать, плавниками цеплял, а потом вверх. Сделал подсечку, да, буквально 2 секунды подержал его и все. Ай, мало того, что роек мало, еще и карп сошел. Кстати, кивок работает ничем не хуже, чем лавсановые кивки. Все видно, информативно, поэтому пока только приятные ощущения. Классный кивок. Проплыл вот по вот этим всем кувшинкам. И также проплыл вдоль берега под камышом. Вообще мертво. Но ничего, не будем расстраиваться. Будем дальше искать его в других местах. Шевелится кувшинка. А за глубину примерно сделаю. Какая тут, наверное, 1,5 метра. Посмотрим, но роек нету. Ой, кивок, красота.
он стоит весь под кувшинкой. Не снизу, а сверху. И не кормится. Стоит на нагреется. Бывают такие рыбалки, когда приезжаешь и за рыбалку можешь не увидеть ни одной ройки. Вижу ройку маленькую, только начинается. Недалеко от закормленной точки. Но пока я доплыву, наверное, будет поздно. Кувшинка густая. Не так просто, как кажется, добраться незамеченным. Карп ходит. То там кувшинки расходятся аж. Ого, глубина тут хорошая. Тут пузырьки появляются, вижу какие-то. На ройку не похоже, но пустить стоит. Пока таких больших роек хороших я не вижу. Вон ройка впереди. Впереди от меня. Сейчас попробуем. Это ройка или не ройка. Какая-то такая непонятная ройка. А он плавает там впереди кувшинки. Туда-сюда. Ходит карп по кувшинкам возле точек закормленных, но на точках нету его. Пока не вижу никаких признаков. Но вижу впереди еще хорошую ройку появилась. Вот там только что была. Какие-то быстрые ройки все. Вижу, где он. Вот он где. Вот ты где. Ага, перешел. Это носится туда-сюда. По всем кувшинкам. Ух ты, была поклевка. Ха. И гороха нет, и карпа нет. На пускании. Какое-то невезучее утро у меня. Один сход. И сейчас уже вторая поклевка. И тоже поздно сделал подсечку. Он прямо на опускании клюнул. А я думал, просто зацепилась там за кувшинку. Ну или пытался дальше опускать мормышку. А надо было делать подсечку. В этих кувшинках я сколько кувшинок проплыл по озеру. И там был сзади, которые кувшинки у меня. Ройки вижу только здесь пока. Раньше вот, я помню, в прошлом году приезжаешь, такие бурлящие, прям большие ройки. А сейчас, если ройки и вижу, то они еле заметные. Карп после нереста он еще не набрался сил. Проплыл по всему водоему, роек не видно. Вот как с утра только выплыл, когда закормил точки, сразу проплыл по кувшинкам, которые были рядом. Там я ройки видел. А сейчас уже 1,5 часа плаваю, вообще ноль. Сижу в теньке, балдею, пью чай. Хотя по кувшинкам плаваю, карп стоит. Карп есть в кувшинках, но он стоит весь сверху. Проплываю, он в стороны расплывается, шугается. А кормиться почему-то не кормится.
Наверное, нагреется еще. Подплывал к закормленным точкам. На точках рыбы тоже нету. Есть, но небольшая, наверное, красноперка, может карасик там, но карпа точно не видно. А рядом возле точек, в кувшинках, стоит где-то так метрах в 2-3 от закормленных точек, а на точку не подходит. Да, по всей вероятности на этом водоеме еще рано поройкам рыбачить. А сейчас у меня такая мысль появилась, пока еще только 8 утра, 9 час. Думаю, быстро выплыть на берег и переехать на другой водоем. Попробовать еще там. Там тоже есть кувшинка, но не столько много. И сам водоем такой небольшой, маленький. Можно сказать, не озеро, а ставочек небольшой. Но там есть и карп хороший. И еще там его всего не выловили пока. А сейчас чуть-чуть проплывусь. Если ничего не увижу, то уже включусь на новом водоеме. Приехал, ребята, на другой водоем. Те, кто смотрят мои видео, они сразу поймут, что это за водоем. Я тут недавно, кстати, ловил линя, и даже получилось поймать одного карпа. Естественно, уже на водоеме волна давным-давно. 11 час дня сейчас. Пока приехал, пока опять накачал лодку. Короче, вот буду искать сейчас карпа вот в этих лилиях. Тут хоть волна, хоть не волна, но если он есть, то его будет видно. Поплаваем еще 2 часика. Времени у меня есть порыбачить до обеда. Из наживки использовать буду опарыша. Я уже его прицепил. Во. Вот там, где заканчиваются кувшинки. Только что я видел, как вот так вот листья туда-сюда ходили. Сейчас подплыву туда потихоньку и поопускаю по окнам. Роек, пузырьков на поверхности я не вижу воды. Но он там точно стоит. Греется, наверное. Может, повезет и клюнет. Будем надеяться, по крайней мере. Вот это клюнул. Смотрите, какой упертый. О! Не-не-не, друг. Ого! Кувшинка мешает. Да хороший карп. Да так клюнул, это ужас. Кто ж ты такой там? Амур, может. Карп. Стоямба. Никак не успокоится. Стой. Угу. Ух ты, поломал удочку. Ничего себе. Сломалась, вершинка сломалась. У меня есть запасное удилище. Угу, это впервые у меня такое. И поломалось колено, смотрите, где в самом начале. Ой, там где толстая, не там где кончик. Так, теперь главное его достать. И острый угол не делал я. Так, друг, давай.
Да, я бы не сказал бы, что там и сильно большой. О, есть. Фух, вот это да. А поклевка какая была. Дернул и резко пошел. Мне тут не поднимал ничего, резко дернул. Ой, смотрите, где поломалась. Поломалась. Это в самом конце. У меня кончик есть. Кивок работает отлично. Фух. Так, сейчас посмотрим, что тут за парень. Ну, такой, килограмм на 5. Взвесим попозже. Опа! О! Все правильно делал. А вершинка только хлоп. И все. Ну и карп такой, я вам скажу, не маленький. Сейчас я вам покажу его. О! Во какой. Это даже не карп, это сазан. Ставьте обязательно лайки, ребята. Не зря я переехал на этот водоем. Только приехал, заплыл в кувшинки. И все, вижу, там кувшинки вот так вот ходят, пузырьки там какие-то небольшие. Я таки понял, что это или карп, или амур. Опустил на наживку и есть поклевка. Кстати, клюнул на опарыша. На этом водоеме он любит опарыша. На горох не очень. Проплыл по водоему по кругу. Слава богу, он тут небольшой. Роек не видно. Когда достал карпа, туда сплавал и туда. Прям по кувшинкам плыву, и карпа нету. Он не... Обычно, если он в кувшинках стоит, то он, фух, оно видно, как он в стороны уходит, пугается. Жарко. Проплавал еще около часика тут по кувшинкам. Вообще никакого движения нету. Рыба вся спряталась куда-то. Килограммы. Угу. Опа. Вот сколько. 4200, а удочку сломал. Карпы по 10 килограмм, по 11 у меня в эту удочку не ломали. Но, правда, я таких карпов ловил по 11 килограмм на чистом, и не в кувшинках. Ну, вот такая вот сегодня получилась, друзья, рыбалка. Был на 2 водоемах, и там поклевки видел. Роек очень мало, карп пассивный 100%. И скорее всего, что еще он болеет. После нереста еще не набрался сил. Ставьте, друзья, обязательно лайки, пишите комментарии, не забывайте. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока. Встретимся на следующих рыбалках.